Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Полянский, у нас рубрика «Гитарные эксперты». Так получилось, что сегодня вместе со мной должен был быть Стив Vai, но он не смог. Потом мы позвонили Тёме, но Тёма тоже не смог, и поэтому сегодня я один. Такая веселая или не очень история, но тем не менее. Сегодня у нас на обзоре очень интересный девайс от компании Nux. Это процессор, называется Nux MG400. Такой компактненький маленький проц с функциями лупера и драм-машины, с кучей всяких эффектов, пресетов, усилков, импульсов и, в общем, всех современных модных гитарных фишечек. Поехали! Начнем наш обзор с интерфейса. Как вы можете видеть, здесь не такое большое количество крутилок и кнопочек, что, на мой взгляд, очень удобно, когда, в общем, девайс с тобой не входит в какие-то конфронтации, не приходится, в общем, с ним бороться как-то, и его очень углубленно изучать, чтобы понять, что вообще как что-то сделать с ним. Здесь, на мой взгляд, все очень просто и доступно. Есть крутилочки Select 1, 2, 3, кнопки, ручка мастера и 4 кнопки, одна из которых помечена вот такой очень классной крышечкой. Соответственно, эта кнопка переключает у нас пресеты вверх. Пресеты у нас разделены по цифрам, и в каждой цифре есть по 4 пресета. Есть кнопочка Ctrl-1, Ctrl-2. Они программируемы, но по дефолту здесь у нас установлено на кнопочку 1 Tab, на кнопочку 2 переключение сцен. Вот. Очень прикольно, что в таком маленьком девайсе есть сцены. Соответственно, можно на каждый пресет нарулить еще, в общем, по 3 каких-то отдельных сцены с своим каким-то уникальным набором эффектов и настроек. Так, здесь есть 9 кнопок, каждая из которых выполняет какую-то функцию интересную. Первая кнопка Edit-Exit позволяет нам входить в режим настроек каждого из блоков, которые здесь есть. Кнопочка Save, соответственно, сохраняет ваш пресет, все изменения, которые вы сделали. Кнопочка Mode позволяет нам очень быстро изменить алгоритм подключения вашего гитары и процессора к источнику. То есть здесь можно выбрать из представленного, можно подключить гитару напрямую, можно подключить гитару в input комбика, также в input стека, в return комбика и в return стека. То есть на выбор есть все доступные варианты, что очень удобно, потому что обычно, чтобы добраться до этих настроек, приходится пройти все муки ада. Но в данном приборе все очень легко. Далее кнопочка Jam, которая позволяет нам войти в режим как раз-таки лупера и драм-машинки. Здесь есть на выбор какое-то количество различных паттернов. Мы обязательно некоторые из них рассмотрим. Вот. Можно настроить отдельно громкость драм-машины, отдельно громкость ваших лупов. Также при помощи кнопки Tab натэпать темп, соответственно, драм-машины. Вот. Есть еще отдельный эквалайзер на всю эту историю. Точнее, не на всю, а только на драм-машину. Так, вот. Отсюда можно выйти. Дальше есть кнопочка Pedal, которая очень легко переключает функцию педаль экспрессии. Кстати, здесь есть педаль экспрессии, что тоже очень клево. Вот, соответственно, на педаль можно назначить квакушку, какие-то параметры эффектов, параметры усилка, модуляции, дилей, ревер. В общем, почти всеми блоками, которые здесь представлены, можно каким-то образом управлять с помощью педали эффектов. С этим разберемся. Так, и, в общем, кнопочки влево-вправо, кнопочка Control, которая выполняет различные функции в зависимости от того, какая менюшка у вас включена. Ну что ж, давайте теперь послушаем, как же звучит этот монстр. Заценим несколько пресетов. Кстати, их тут 64, и многие из них сделаны гитаристами для гитаристов.
Ну, я думаю, какое-то, в общем, мнение уже можно было составить о том, что здесь есть. Здесь есть куча усилков. Можно, я так понимаю, нарулить вообще что угодно. От там джаза до экстремального металла. Ну что ж, теперь давайте попробуем нарулить собственный пресет и разобраться с тем, как здесь устроена цепочка эффектов, усилков и всего остального. Итак, у нас здесь есть в нижней части экрана цепочка, которая состоит из 10 блоков. Давайте разберемся, что это за блоки и вообще как с ними работать. Вот, при помощи кнопочки Edit-Exit мы попадаем в меню настройки выбранного блока. В данном случае у нас блок усилителя. Здесь выбран усилок Just Clean, который дает нам такой легкий намек на то, что это Roland GC100. Вот. Звучит это так. Вот здесь уже куча каких-то эффектов, потому что это заводской пресет. Я предлагаю отключить все, что возможно отключить. Делается это при помощи кнопочки также Select, потому что помимо крутилки это еще и кнопка, которая нажимается, и при однократном быстром нажатии у нас блоки включаются и отключаются. Так, вот, я оставил включенными, получается, 3 блока. Вот, один из них не может быть выключен, потому что это блок PL, расшифровывается как Patch Level. В этом блоке мы можем во-первых, отстраивать педаль громкости. Здесь есть ее минимальное, максимальное значение. И также общий уровень патча. Это очень удобно, на мой взгляд, если у вас уровни ваших пресетов отличаются друг от друга, но вам нужно быстро подстроить их, подогнать их друг к другу по громкости. Здесь, собственно, можно это очень легко сделать. Вот. И также в зависимости от того, где находится этот блок, в какой части цепочки, да, кстати, эти блоки можно еще двигать. В любую часть цепи можно поставить абсолютно любой блок. Вот. Если поставить этот блок, например, перед усилком, то, соответственно, мы при помощи педали громкости будем контролировать уровень входного сигнала, и это будет действовать на то количество гейна, которое у нас изменяется при нажатии педали. Если поставить его после усилка, соответственно, он просто будет работать как педаль громкости, гейн не будет меняться. А если его поставить, как, например, в этом пресете, в самый конец цепочки, то есть уже после всех пространственных эффектов, соответственно, педаль громкости у нас будет убирать звук полностью. Что я имею в виду под этим? Имеется в виду, что если у вас были какие-то дилеи или реверы, то их громкость тоже будет убираться, и будет полная частота, не будет никаких хвостов. Вот. Соответственно, если хотите, чтобы эти хвосты были, нужно ее ставить перед блоками дилея и ревера. Итак, у нас есть включенными сейчас блок AMP и блок IR. Блок IR — это наш кабинет, это импульсы кабинетов, которых здесь тоже достаточно много. Итак, все эффекты отключены. Осталось только 2 блока AMP и IR, импульсы кабинетов. Вот так это звучит. Звучит без всяких эффектов. Вот. В принципе, для чистого звука Just Clean нам вполне подходит, но я бы хотел посмотреть, что здесь есть еще, и покрутить что-то другое. У нас здесь есть из чистых Deluxe Reverb, Bassmate, много всяких чистых усилков. Ну, давайте остановимся, например, на Twin Reverb. Это тоже такая, в общем, секретная штучка, наверное, но не для всех. Мы понимаем, что это Fender Twin. Twin Reverb. Так, давайте немножко приберу гейн и уровень немножко приберем. Да, такой, в общем, похож на Fender Twin. Итак, дальше посмотрим, что здесь у нас с кабинетами. Я так понимаю, что они замечены с усилками. Здесь у нас кабинет Twin 212.
Вот. Но предлагаю тоже посмотреть, в общем, что здесь есть из кабинетов. А кабинетов здесь очень-очень много, и в том числе басовые даже есть кабинеты. Соответственно, сюда можно включать и бас-гитару. Очень клево. А еще здесь есть импульсы акустик. Я думаю, что мы тоже про это потом прочекаем. Но я думаю, что да, наверное, самым лучшим вариантом в данных условиях будет оставить Twin. Если нажать на кнопочку Control Page, можно посмотреть еще какие-то дополнительные менюшки. Здесь есть уровень, здесь есть Low Cut и High Cut. Соответственно, можно обрезать по низу и по верху ваш импульс. В общем, это классические микрофоны 414, 906, 87-й Neumann, как я понимаю, и классический Shure SM57. И также можно менять положение микрофона относительно динамика. Так, да, третья крутилочка в данном случае ничего не делает. Понятно, интересно. Надо послушать. Вот, я оставил микрофон Neumann 8.7 и расположил его примерно по центру. Чуть-чуть, точнее, смещенно немножко от центра получается. Вот. Так, давайте смотреть, что мы можем еще здесь накрутить дальше. Есть у нас дополнительный эквалайзер. Либо 6-полосный, либо 10-полосный. Это очень удобно. Если вы хотите убрать какие-то или добавить какие-то определенные частоты, можно это с легкостью сделать. Например, немножко подснять низов, немножко бубнижа. И, например, добавить немножечко высокой середины. Чуть-чуть. Хотя звук, в принципе, он так уже достаточно яркий. Так. Окей. И еще я бы добавил сюда обязательно компрессор. Компрессоров, я так понимаю, здесь тоже есть несколько на выбор. Целых 3. Studio Comp, Pros Comp и Red Comp. То есть 2 педальки и, я так понимаю, один студийный прибор. Немного настроек здесь есть, выход и чувствительность. Да, можно немножко чувствительность сделать поменьше. Очень сильно он жрает все атаки. Так, ну, допустим. Есть у нас Noise Gate. Он один. Можно его включить. Можно включать. Пресет у нас, в принципе, чистый. Можно, наверное, с Noise Gate особо не заморачиваться. Потом есть у нас блок EFX. Это блок различных перегрузов. Вот они тут меняются все. Тоже, в принципе, по названиям можно в целом догадаться, что это за педали. Вот, всякие разные перегрузы. От бустеров, дисторшенов, типа скримеров, блюз-драйверов до всяческих фузов. Даже есть какой-то тач-вау. Прикольная педалька, но для чистого пресета не думаю, что они нам сейчас понадобятся. Вот так. Эквалайзер
я опустил, пока тоже не нужен. Следующий блок модуляции, здесь всяческие хорусы. В общем, классическая история, в общем, большинства, да всех, наверное, уже процессоров, эффектов. Вот, такой тоже классический джентльменский набор эффектов. Всяческих хорусов, фленджеров, фейзеров, ротори, даже гармонайзер есть. В данном случае он работает как октавер. Тоже классная штука. В общем, просторов для экспериментов миллион. Особенно если это ваш первый процессор. Вообще, в принципе, первое такое знакомство с миром гитарных эффектов и с чем вообще их едят. Я предполагаю, что это будет очень хорошим выбором в качестве, например, подарка для начинающего гитариста. Потому что здесь есть вообще, в общем-то, все, что есть в гитарном мире педалей и эффектов. Так, продолжим наше путешествие. Давайте выберем какой-нибудь классический хорус. На чистом звуке хорус все время звучит очень клево. Так, следующий блок у нас блок дилеев. Тоже предлагаю его включить и посмотреть, что здесь есть. Ну, тоже, в общем-то, всяческие известные дилеи, собранные в этом блоке. Всякие аналоговые, цифровые, дилеи с модуляцией, ленточные дилеи, панорамные дилеи. В общем, куча всего. Так, предлагаю остановиться на классическом аналоговом дилее. Вот. Ну и, на мой взгляд, не хватает ревера. Это как раз-таки следующий блок. Соответственно, тоже классические все реверы. Предлагаю выбрать либо Spring, либо Hall. Неплохо. Вот, и вот последний блок, Patch Level, предлагаю его передвинуть левее. Делается это просто длительным нажатием на кнопочку Select. Здесь есть такой маленький курсор, который обычно зеленого цвета, он становится красного цвета. И, соответственно, при помощи кнопок вправо-влево можем двигать выбранный блок в любое место цепочки. Предлагаю его поставить сразу после кабинета. Вот. Это для того, чтобы у нас оставался хвост. Соответственно, если вернуть все на место, с которого мы ее убрали, эффект будет вот такой. Как я уже говорил, хвоста просто не будет. Вот, громкость обрубается у всего сразу. И у усилка, и у эффектов тоже. Вот, поэтому было бы прикольно его вернуть сюда. Вот, очень классно работает педаль громкости с ревером и с дилеями. Можно создавать очень прикольные звуковые эффекты и лейеры такие. Вот, такой вот пресетик у нас получился. Что ж, теперь давайте попробуем нарулить пресет с перегрузом. Не знаю, что из этого выйдет, металл или рок. Давайте разбираться. Так, в этом же пресете предлагаю тоже сначала вырубить все блоки
которая у нас включена сейчас. Раз, два, три. Оставить только усилок и кабинет. Так, ну, поехали смотреть, что здесь есть из тяжеляка. Вот, я остановился на усилке, который называется Fireman HBE. Это я могу расшифровать как Friedman BE и HBE, известнейший усилитель. Вот, очень классный. Он может быть очень универсальным, и, в общем, очень многие музыканты играют на этой голове, начиная там от каких-то рок-хард-роковых историй, заканчивая современными модерновыми джентерами. Вот. Такой вот интересный усилок. Немножко покрутим гейн. Даже без грелки уже звучит очень, очень клево. Так, на мой вкус немного он темноватый звук. Попробуем покрутить эквалайзер. Так, предлагаю еще вставить сюда гейт сразу же, чтобы не было ужасного фона. И немножко настроить порог. Да, что-то типа того. И теперь посмотрим в раздел импульсов. Да, здесь также замаченный импульс кабинета Friedman с 414 микрофоном. Да, предлагаю его поменять на месу. Здесь он называется Rect 412. Соответственно, 4 на 12 микрофон поменять, например, на SM57. И следом предлагаю включить блок эквализации. Немножко вернуть на место басы. Да, вроде бы что-то уже неплохое вырисовывается. Так, но эффект модуляции дилея ревера, не уверен, что нам нужны, если только для соло. Вот, еще, конечно, предлагаю попробовать немножко снять гейн с усилка, чтобы можно было включить грелочку какую-нибудь. Так, например, можно попробовать самый первый вариант DST+, я так понимаю, что это босс, наверное. Так, ну-ка, посмотрим, как это будет работать с Tube Screamer. Сразу же уберем драйв на 0. Да, немножко отъел он у нас по низам.
Ну, в общем, можно использовать это усилок как и с грелкой, так в данном случае без нее. Мне без нее даже больше понравилось, честно говоря. Вот такой вот high-gain пресет получился. По-моему, неплохо. А теперь давайте рассмотрим эффекты. Предлагаю сделать это на ледовом звуке. В принципе, можно оставить этот тяжелый high-gain пресет, который у нас получился, потому что он, в принципе, сгодится и для сольного звука. Так, посмотрим, что можно добавить к нашему звуку из предложенных эффектов модуляции. Я предлагаю, наверное, навесить какой-нибудь хорус или фейзер, может быть. Так, это хорус. Попробуем. Как что-нибудь еще. Предлагаю остановиться на хорусе, потому что здесь, конечно, да, есть и фейзеры, и фленджеры, но для сольного звука они не всегда годятся. Да, наверное, все-таки хорус. Какой-то есть очень интересный хорус плюс. Так, дальше давайте вырубим дилей. Какой-нибудь возьмем для разнообразия необычный. Ой, какой интересный реверс. Дилей. Ну, давайте оставим тейп эхо. Ну и теперь давайте включим ревер. Здесь их несколько штук. Вот шиммер, наверное, интересно. Немножко микс я только уменьшу. Да, ну такой, в общем, может быть, не совсем классический сольный звук, но можно послушать все эффекты в нем, которые есть в этой классной маленькой коробочке. Ну и следующим пунктом рассмотрим педаль экспрессии, которая помимо того, что она работает как педаль громкости, как я уже говорил, можно на нее назначить несколько параметров из педалей цепочки. По умолчанию она работает как педаль квакушки. Вот, если на нее нажать. Загорается кнопочка Pedal, соответственно, можно по этой индикации понять, что у нас она включена. Вот, также, если нажать еще раз на кнопочку Pedal, здесь параметр SWAU меняется на параметр EFX. И я так понимаю, что при включенном блоке EFX у нас будут меняться какие-то параметры этого блока. Я так понимаю, что в зависимости от того, какая педаль выбрана, будут меняться какие-то свои параметры. Если нажать еще раз,
То же самое происходит с блоком усилителей. Меняется гейн. Дальше модуляция. Ну и то же самое, я так понимаю, будет происходить и с оставшимися блоками реверберации и дилеев. О боги, в моих руках появилась бас-гитара, а это значит, что в этот проц можно включить и басуху. И это так, здесь есть целый один басовый усилок, но один это лучше, чем 0, согласитесь. И целых 8 импульсов кабинетов, известных кабинетов, басовых реально существующих. Давайте посмотрим, как они выглядят и как звучат. Я так понимаю, что здесь есть всяческие ампеги, фендеры, марк-басы и же с ними. Вот, то есть для любителей бас-гитары здесь тоже есть свои приколы. А плюсом ко всему можно использовать этот процессор вообще как мульти-инструмент для аранжировок. Если у вас есть гитара и бас-гитара, и вы пишете музыку, то, в общем, с легкостью можете использовать этот процессор для всех инструментов, которые у вас есть. Вот, давайте какой-нибудь выберем, послушаем басуху и посмотрим, что может еще этот агрегат. Ну вот типа того. Соответственно, вы можете включать также в цепь все те же самые эффекты и примочки, которые были у нас применены для обычной электрогитары. Соответственно, здесь есть компрессоры, дисторшн, в общем, полный набор как для гитары, так и для баса. Давайте послушаем, как этот процессор работает с акустикой. Давайте посмотрим, что же тут есть. Если сменить усилок, выбрать самый последний усилок, который здесь есть, он называется Stageman, и это усилитель для акустической гитары. Вот, а в блоке импульсов есть несколько импульсов различных акустик. Соответственно, можно сказать, что они взяли души известных акустических гитар и, в общем, поселили их в эту маленькую коробочку. Вот, интересно, как это все звучит. Соответственно, у нас независимо от того, почти независимо от того, какой в руках инструмент, по идее, должен звучать инструмент, с которого сняли импульс. Вот, соответственно, здесь, я так понимаю, есть какие-то Мартины, Гибсоны, всего три импульса для акустик. Вот. Так что да, это супер мульти-назначаемый инструмент. Можно просто приобрести один проц, засесть дома и прописывать, в общем, все гитары, которые у вас есть, с его помощью. Следующая функция — это функция лупера и драм-машины. Включается она кнопочкой Jam. Вот, и когда мы попадаем в эту менюшку, наши вот эти две кнопки начинают работать по-особенному. Если они раньше включали какие-то функции тэп, там переключали сцены, то теперь они включают драм-машину и, соответственно, лупер. Если нажать на кнопочку Ctrl-2, включится какой-то предвыбранный уже грув. Ну, соответственно, при помощи кнопочки Select мы можем выбирать из большого количества грувов. Здесь 10 жанров музыки, и в каждом из жанров еще по нескольку
различных грувов можно выбрать. Также можно изменить громкость барабанов, громкость лупа и выбрать темп при помощи кнопочки Tap. Просто можно его натэпать. Соответственно, если включить луп, да, можно изменить его скорость, соответственно. Предлагаю выбрать какой-нибудь фанк послушать. Вот, в принципе, все понятно. Лупер, драм-машина, темпы. Клево, что это есть. Помимо того, что этот проц может очень классно развлекать вас в одиночку дома, да, при помощи драм-машины и лупера можно с ним проводить замечательные часы. Так это еще и клевый прибор для живой работы, я уверен, потому что он, несмотря на то, что он такой маленький, компактный, я думаю, что он точно может выдержать большое количество концертов. Здесь мощные железные металлические кнопки, всякие удобные функции, типа функции переключения сцен, что позволяет не переключаться между пресетами, избегая долгих задержек между переключениями звуков. Помимо всего этого, это еще и аудиокарта, которая позволит вам записывать вашу гитару напрямую в компьютер без, в общем, дополнительных аудиокарт. Плюс к этому она еще обладает функцией рямпа, и, что отдельно стоит отметить, здесь есть встроенная функция лайв-стриминга, что не так часто встретишь в мире гитарных процессоров. Вот. Очень удобная вещь, поэтому всем советую заценить. Еще одна очень крутая вещь, которая не всегда есть у процов, но у этого проца она есть, это наличие приложения для компьютера, которое называется Quicktone, с очень удобным интерфейсом, с помощью которого вы сможете редактировать все параметры углубленно, которые есть в этом процессоре, и это будет намного быстрее, чем крутить его ручками. Ну, на мой взгляд, это всегда реально удобнее и быстрее. Если есть приложение, я чаще, конечно, выберу отстроить свои звуки при помощи компьютера, нежели чем перекручивая по 10 раз ручки на процессоре. Вот такая очень клевая вещь. Ну что ж, и подытоживая, можно сказать, что в этом маленьком приборчике зашита куча всего, он хорошо, достаточно прочно сделан, что точно будет хорошим подспорьем в живой работе. Плюс к этому это еще аудиокарточка с кучей возможностей. Здесь есть абсолютно удобная функция перестановки всех блоков в цепи, то есть можно цепочку строить как угодно, достаточно гибкие настройки в каждом из блоков эффектов и усилителей, возможно подключать бас-гитару и акустику, в общем, маленькая коробочка с кучей возможностей. Так что если вы только начинаете знакомиться с миром электрогитары, бас-гитары, акустической гитары, с миром эффектов, усилков и кабинетов, то эта коробочка вам точно подойдет. Ну, если вы, например, любите посидеть долгими вечерами дома, поиграть на гитарке, здесь есть куча функций, которые подойдут и для вас тоже. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокол, чтобы не пропустить новые видео, заходите в наши соцсети, обязательно комментируйте наши видосы.
Пока. Послушаем несколько пресетов, которых здесь, кстати, 64, и многие из них сделаны какими-то неизвестными гитаристами. Какими-то... Не просто гитаристами. Сделаны гитаристами для гитаристов.